Срочная новость этого дня. Прокуратура Российской Федерации и Следственный комитет во главе с товарищем Бастрыкиным начал расследование одного из самых громких преступлений в мире шоу-бизнеса за 2025 год, которое произошло сегодня утром. На данный момент к дому известного певца Владимира Преснякова подъехала полиция и кареты скорой помощи, а пресс-служба комитета сообщает подробности чрезвычайного события. Несколько дней назад старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и певица Кристина Орбакайте приехали в Россию, чтобы обсудить финансовые вопросы с бывшим мужем Кристины Орбакайте Владимиром Пресняковым. Стало известно, что Никита Пресняков, который уже долгое время проживает за рубежом, так и не смог найти себе достойной работы. Более того, он увлечен различными играми и буквально погряз в долгах. Никите Преснякову ничего не оставалось, как обратиться за финансовой помощью к своему отцу. Кристина Орбакайте поддержала своего сына и также приехала в Россию. Якобы Владимир Пресняков пообещал подарить на день рождения своему сыну Никите крупную сумму денег. Однако Никита Пресняков в связи с чрезвычайной ситуацией не захотел дожидаться дня рождения и потребовал деньги прямо сейчас. Услышав об этом, Владимир Пресняков остался очень недоволен. Он заявил, что не готов помочь Никите прямо сейчас. И помимо этого отметил, что Никита Пресняков уже взрослый и должен научиться зарабатывать деньги самостоятельно. Кроме этого, Владимир Пресняков заявил, что на данный момент находится за городом и не сможет встретиться со своим сыном. После данного события Кристина Орбакайте поехала навстречу к своему бывшему супругу Владимиру Преснякову, чтобы попытаться уговорить его изменить решение, а Никита Пресняков остался вместе с друзьями в Москве. В этот момент и произошло чрезвычайное событие. Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, который уже давно увлекается запрещенными веществами, совершил неадекватный поступок. По словам консьержки элитного дома, где проживает Владимир Пресняков, сегодня рано утром сын артиста Никита Пресняков зашел в дом и направился к квартире своего отца. Консьержка хорошо знала Никиту Преснякова, поэтому ее не удивило появление сына артиста. Единственное, что смутило ее, у Никиты Преснякова с собой было много больших сумок. Ну а далее камеры, которые встроены в квартире Владимира Преснякова, зафиксировали момент преступления. Никита Пресняков, имея запасной ключ, беспрепятственно попадает в квартиру своего отца. Хорошо видно, что Никита Пресняков ходит по комнатам квартиры, открывает сейфы и складывает наличные деньги в сумки. Никита Пресняков, взяв наличные деньги и разложив их по сумкам, уже готовился выйти из квартиры. Однако в этот момент произошло непредвиденное. План Никиты Преснякова с треском провалился. Оказалось, что в квартире Никита Пресняков был не один. В одной из спален квартиры Владимира Преснякова находились домохозяйка дома и младший сын Владимира Преснякова. Они проснулись от шума и увидели Никиту Преснякова в тот момент, когда он раскладывал деньги по сумкам. В связи с тем, что Никита Пресняков в момент преступления находился под действием запрещенных веществ, а также не желая оставлять свидетелей, он совершил неадекватный поступок. В результате неадекватных действий Никиты Преснякова погибли домохозяйка и младший сын Владимира Преснякова. Никите Преснякову удалось покинуть место происшествия, но ненадолго. На данный момент его уже задержала полиция. Ну а буквально несколько минут назад стало известно, что сотруднице комитета Марии Шукшиной, на которую вчера было совершено нападение, стало немного легче. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления Марии Шукшиной и выражаете соболезнования Преснякову, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.